кого брать с собой, когда ты двигаешься вперед, или кого не брать с собой. Вот я подумала о том, типа, чья это инициатива. Ты берешь с собой кого-то или кто-то выбирает идти с тобой? Ты берешь. Конечно, если выбирать идти с собой, это вообще другая тема. Это шикарная тема, когда кто-то говорит, давай вместе что-то. Как у меня вот один друг старый был, он говорит, идея потрясающая твоей новизной. То есть, что бы ты ни говорил, что бы ты не предлагал, не это. Он такой, все, Михаил. Он уехал в другую страну. Если ты смотришь меня, Олежка, привет. И потом мне звонит по скайпу, по-моему, и говорит, Виталий, тут твои идеи прям вообще зайдут, приезжай ко мне в гости. Когда-нибудь мы к ним Да. съездим. Да, иногда видишь, проблема не в идеях, а проблема, что нужно их предлагать в том месте, где их готовы услышать, где они нужны. И тоже такая, знаешь, типа быть вот этой, как говорится, там ложка хороша к обеду. И иногда, когда ложка не пользуется спросом, дело не в ложке, а дело в том, что не наступило еще вот это время обеда. Так что это классный вообще такой момент, когда ты оказываешься в нужное время, в нужном месте с нужными людьми, и твои идеи очень актуальны, они нравятся людям, пользуются спросом, и это супер. Тут есть только один нюанс. А что, если идея актуальная в любом случае? Вот я же, например, не мог их реализовать в своем месте, да, потому что где жил раньше, кому не обращался, все было дико и глупо. Не потому, что там не было, не место было, не время, да, то есть я бы, то есть оно бы и для той местности тоже пошло бы, да. Но я приехал в Минск и здесь реализовал, да. Но по факту реализовываю, опять же, для того же места, где раньше был, все равно как бы, условно. Ну, там разное видение, разные амбиции. И ты можешь кого-то действительно вызывать смех, твои планы, идеи, если там, скажем, другой образ жизни, другой уклад, и тут ты предлагаешь какие-то такие амбициозные, масштабные вещи. Ну а что, нужно выбирать цель, чтобы в нее не промахнуться. И я скажу так, к чему вообще назрела тема видео. У нас есть несколько тем, хотя сегодня вот был выбор между двумя, о чем будем говорить. Но вот эта тема почему? Я хочу сказать сейчас для мечтателей. Вы сразу меня, ты меня сразу поймешь, что это о тебе, к тебе. Когда ты стучишься во все двери, говоришь, ребята, есть классный движ тут, я вот это сделал бы, я вот это. На тебя смотрят, как на чудака-идиота, который, выдумал себе что-то. Зачем? И все. У тебя опускаются руки, ты думаешь, все, это и правда идиотство, это и правда не нужно, все такое. Но на самом деле просто получается, что ты сделал одну ошибку. Я прошел эти моменты и хочу поделиться с вами сегодня. Мы с женой с вами хотим поделиться этой темой. Смысл просто в том, что мы, когда двигаемся вперед, мы хотим с собой взять всех. Мы хотим каждого подключить из наших друзей, знакомых, соседей, кум, брат, сват, неважно. Мы каждого хотим взять свою инициативу. И типа, вау, погнали со мной, я же вот это вот придумал. Как я выгляжу вот для таких людей? Вот честно, Настюш, скажи. Я не могу удержаться от смеха, сразу вспоминаю этот рилсик, там, где такая накрытая поляна, и там, по-моему, мальчик и девочка, и типа пока, или мужчина такой говорит, вот, приезжайте, у нас тут шашлыки, и тот видос там, где девочка мальчика под воду такая, молчи, типа, ну, чтобы это нам все досталось. А, Вот, и поэтому ты сейчас рассказываешь, я вспоминаю этот видос, там, ты такой, вот, мы хотим взять всех, вот, я такая думаю, ну, ну, как бы хотелось бы, чтобы нам больше досталось. Но это так, грубо говоря, конечно. Но на самом деле самая главная команда у нас уже есть. Это ты да я да мы с тобой. И это самое главное. А люди, которые нас поддерживают, круто, что у нас есть такие. Это правда очень поддерживают, очень вдохновляют, что у нас есть друзья, которые в нас верят, знакомые, которые интересуются, ну, не просто из какого-то праздного любопытства, а действительно болеют за нас, искренне желают
удачи и успеха, но, конечно, далеко не все. Ну, как бы, ну, вот как раз-то на то они и есть самые близкие, самые родные, самые любимые. Потому что вот есть тоже вот семья, семью мы не выбираем. И они тоже нас любят, конечно, по умолчанию. А вот друзья и окружение — это как будто бы уже та семья, которую ты сам себе выбираешь. Ну, условная семья. И мне нравится, что наши друзья классные, действительно готовы всегда поддержать, чем могут, всегда откликнуться, всегда готовы прийти на помощь. И это очень ценно, я считаю, это просто подарок. Потому что не всегда так бывает, и не у всех бывают такие люди, которые готовы всегда прийти на помощь, и просто это настолько приносит какое-то облегчение, ощущение, что вот у тебя есть люди, на которых в случае чего ты можешь положиться. Да, с нами остались некоторые друзья из прошлой жизни, скажем так, из наших обоих прошлых жизней. И, ну, классно все, да. Но это малое количество по сравнению с теми, кто нас окружал, да, вот. Но я на сегодня заметил, знаете что у нас стало друзей, может быть, не больше, чем было раньше, но точно не меньше. И нас окружают люди, которым мы доверяем, которые с нами в любой ситуации и так далее. То есть на самом деле классно иметь таких друзей. Но мы сейчас немножко вот зацепляем вопрос именно какого-то дела, бизнеса, чего-то такого, что мы хотим сделать. То есть когда и самая большая ошибка, я это проходил, друзья, и, возможно, кто-то из вас это проходит. То есть я хочу вот заняться чем-то, и мне нужно одобрение окружающих. Более того, не то что одобрение, я так увлечен, что я хочу, чтобы и они это же делали, да, чтобы они не просто сказали, ну, Виталик, норм, молодец, все, мы там благословляем тебя. Но нет же, я хочу, чтобы им было правда интересно, и трачу на это свои ресурсы. Поэтому, Настюш, вот как ты думаешь, уже зная, как это все работает и прочее, как бы мне стоило поступить? Вот есть у меня новая идея. Она кому-то кажется глупостью. Просто вот глупостью, да, вот. Мгм. Э, как мне поступить? Почему? Потому что мне же хочется поддержки какой-то. А есть еще таких много советов, которые типа ты скажи, всем озвучь, и тогда ты уже будешь обязан это сделать, потому что ты всем озвучил, да, и так далее. Потому что есть, конечно, другая крайность, когда любое, что бы ты ни говорил, нельзя, там тишина любит счастье, все никогда ничего не говори, значит ты это не сделаешь потом и так далее. То есть есть и обратная сторона. И когда ты что-то говоришь, то человек с одним мнением подумает, ты чудак, с другим мнением подумает, ты дурак. Но никто не подумает, что ты нормальный. Но мне-то надо двигаться. Я вот хочу, вот я придумал идею какую-то, я вот хочу ее делать. Что мне делать? Раз ты об этом говоришь, о своей идее, значит, для тебя важно об этом говорить. И это круто. Раз для тебя это важно, то говори, но ожидать, что все будут так же гореть твоей идеей, что все будут поддерживать, ну, конечно, это нереалистично. Кто-то в большей степени, кто-то просто скажет, класс, там, ну, окей. Вот. Кто-то большую проявит степень заинтересованности. На то, что они будут не только заинтересованы, но еще и там готовы участвовать, продвигать себя. Вот в этом уже тут начинается загвоздка. Что тебя на словах вот так как бы есть много людей, которые готовы тебя поддержать, сказать, молодец, двигайся. Но, грубо говоря, немножко при этом одновременно, только что ты не вздумай реально чего-то добиться. Потому что мне от этого будет не очень. Как бы у нас есть вот определенный уровень, мой определенный уровень комфорта, что вот, но если вдруг ты хочешь не просто расти, а ты хочешь, чтобы я еще тебе помогал расти, грубо говоря, вот продвигал тебя, то в этом плане какая-то эта проблема не только бизнеса даже касается. Вот насчет соцсетей. Многие начинают вести блог и ожидают, что их друзья, их близкие начнут их активно поддерживать, писать комментарии, ставить лайки, давай, молодец. На самом деле нет. Они такие, ну, ты ведешь блог, молодец. Вот. Но если вдруг твоя аудитория начнет расти,
твоя медийность, скажем, начнет расти, у тебя блог начнет прям очень сильно расти, то в этом случае как бы это такое даже разочарование. Не, ну я знала, что ты там ведешь блог, но я же не думала, что, ну вот прям как бы, потому что мне комфортнее, спокойнее, может быть, типа так, ну, ведешь и ведешь, ну, нужно же посплетничать, чтобы было о ком там, типа, вот это прикиньте, она там делает, каких-то там нанимает, или что СММщик что-то снимает, кому ты снимаешь, это никому не надо, передаю привет своим 1,5 подписчикам, ха-ха-ха, типа, и каждый день снимают, представляете, вот так вот смеются, а потом вот эта девочка, например, которая каждый день снимает блог, и у нее было 1500 подписчиков, потом какое-то... конечно, усилия дают результат. И когда человек долгое время прикладывает усилия и выстреливает какой-нибудь видос, и она становится мегапопулярной блогерша, и это такое непонимание, такое в смысле. И ты уже как бы хочешь как бы и примазаться к этому, думаешь, почему я не снималась в ее блоге, как бы мне теперь засветиться в ее сторисах, чтобы она меня пропиарила там. Хотя она в свое время приходила и говорила, ну, и просила, типа, стучалась в директ. Ой, Репостни мое слушай, это видео. далеко не надо ходить. Сколько мы с тобой к людям обращались? А давайте с вами подкаст запилим, давайте что-то сделаем, помогите, да? Ну, как бы классно, просто наш разговор запишем на видео. Ты знаешь о результатах, что вообще все непросто. И знаешь, что еще? Я вот о чем думаю, и я уверен в этом. Знаете, что никому не нужно, чтобы у вас что-то получилось. Я когда понял это, я был просто в Ну, шоке. Люди, которые, а особенно те, кто выше тебя по положению, им это точно не надо. То есть представьте, что у тебя, ну представь, что у тебя есть друг бизнесмен. У него классные дела идут, у него хорошая машина, свой дом, все такое. И ты начинаешь свой бизнес. У тебя еще ничего нет. Но он как бы, не как бы, а твой друг, вы вместе на рыбалку ездите, еще что-то. Ну, там где-то финансово ты можешь себе позволить, ты с ним дружишь, как бы, да. Потому что если он соберется лететь, например, на Бали, то ты не можешь с ним полететь на Бали, потому что у тебя не будет этих денег. денег, да. Вот, ладно. Поэтому берем такую более приземленную дружбу, да. Бытовая какая-то там в своем городе, еще что-то. Дальше что происходит? Ты начинаешь свое дело, и он понимает, что, ага, так скоро же ты можешь быть как он, например. Ему это точно не надо. Ему надо, чтобы ты его обожал, что он крутой, богатый такой, а вот ты как бы так, ему надо обожатель. И в таких рамках идеальная дружба. Я на множестве примеров, я специально даже в эту тему, ну, подготовился к этому вопросу, да. Это удивительно, сколько дружбы распадается, когда кто-то был богаче, кто-то беднее, и этот более бедный начал зарабатывать или начал свой бизнес и стал догонять или обгонять этого друга. Как правило, этот друг богатый, который, казалось, все, там, все идеальный друг, да, он куда-то испарялся. Ну, условно их раскидывало потом. Потому что все, и он пошел искать очередного друга, почитателя, обожателя. Вот и все. И я к чему, что если уж мы двигаемся вперед, мы берем с собой тех, кто хочет идти с нами, но мы не вешаем их себе на плечи остальных, как груз, который мы должны всех потащить. Не хочешь, не надо. Можно оставаться в дружеских отношениях, но не стоит ну, хотя как это? Ну, это все растяжимо, правда? Я слишком говорю очень, ну, как такие вещами, что неужели дружбу можно взял, включил, взял, выключил? Так же не бывает, правда? Мгм. Поэтому тут не скажешь, что давай дружить, не Да, дружить. это больше не про дружбу, а какие-то такие приятельские, скорее, Да, отношения такие. скорее, да, потому что друзья настоящие, они Да, их по-любому. мало, Их не мало, бывает и много. они с тобой пройдут и огонь, и воды, и медные трубы. И, да, и вообще я считаю, что друг, как и любовь, тоже это такие благословения в жизни человека, потому что у многих просто нету друзей. Либо я вот там выбираю, к примеру, что, ну вот все, у меня жена друг, все, мне достаточно, и больше у меня друзей нету. И тоже меньше рисков, тоже круто, можно поддержать. Ну, как бы, как, смотря с какой, насчет меньше рисков, ну, по крайней мере, более закрытая такая тусовка получается. Хотя друзья, ну, вообще это очень здорово. Вот мы с тобой в этом плане отличаемся. Я, наверное, больше такая... У меня
каких-то... Когда-то были друзья, но больше вот во время студенчества у меня была очень ценная для меня подруга. Ну и когда работала, ну как-то у нас все равно такое, знаешь, общение нету, чтобы мы, может, ну, там подруга, но при этом я раз в год напишу и что-то, у нас вот такая дружба. То есть очень на Не, ну ничего дистанции. страшного. По мне можно 5 лет не писать и не общаться даже. И все равно отношения, их вот так вот не выключить, и друг остается другом. Я на себе просто испытал этот момент, когда, помнишь про семью Юры, да? Да, ага. Вот. Мы работали с ним. Юра, если ты смотришь это Это видео, вообще привет была тебе и Оля. классная Ну, история. скажи, шикарная история, да? То есть, привет, не виделись лет 10, наверное, работали вместе когда-то. Я вообще не знала. Виталик такой мне... Это мы еще только с тобой поженились, прошло не супер много времени, и такой говорит, ну, а к тебе кто-то звонил. Я там что спросила, наверное, кто звонил. Ты говоришь, Юра приглашает нас в гости. Я такая, а что за Юра? Ну, я говорю, кто это Юра? Ну, там мой друг. Я говорю, ну, поехали. Но я не думала, что вы там до этого не виделись кучу времени. Я думала, вы часто там тусуетесь. Вот. И в итоге мы познакомились с их семьей. И это правда очень классные ребята, просто чудесные. И вот в этом плане я не знаю, что тебе такое, что-то такое есть, у тебя очень много друзей. Причем везде, в разных уголках, люди, которые к тебе прекрасно относятся, с благодарностью. И я, наверное, больше... Я же не была с тобой в те периоды. Я сейчас просто могу это увидеть как, скажем, уже свидетель, что это плоды того, что ты сеял. Потому что из всех этих людей, с кем ты общаешься, я всегда вижу, что они к тебе испытывают такую благодарность, что ты мне помог, устроил меня на работу, ты меня чему-то научил, что ты оставил такой след в жизни людей, такой красивый след, знаешь, как вот это след кометы, это вот такой хвост светящийся, что ты оставляешь в жизнях такой след, и люди всегда тебе рады, я это вижу, и просто горжусь тобой, и я понимаю, вау, ну то, что реально классно, что я думаю, когда ты все успел, там ты что-то наделал, там ты... Когда уже мы с тобой познакомились и начали встречаться, и вроде бы все время со мной, но оказывается, что вот был тот период тоже в жизни, когда ты и сейчас ты много делаешь, и тогда, и просто ты понимаешь, что вот было посеяно, и спустя время видишь плод. И это круто. Так я удивился тогда. Кстати, да, и в итоге мне Юра написал, говорит, приезжайте в гости. Мы с ним созвонились. Хорошо. Через неделю будем в Гродно. Да, Потом еще, наверное, 2 или 3 раза были. да. И к нам И приглашаем, классно. да. Вот у нас пока, может, нет таких возможностей принять гостей, как у него, но... Вот, ну, если вернуться к теме, то, да, у нас есть друзья, которые все равно с нами остаются друзьями. Но есть товарищи, которые ну, я так понял, да, наверное, товарищи, проще сказать, да, которые как бы типа друзья. И Да. вот, и смотрите, что если ты начинаешь свое дело, и при этом у тебя вот есть такой товарищ, который как бы классно все, и ты ищешь у него поддержки. То есть ты понимаешь, у него есть финансы, у него уже есть какой-то движ, он может там что угодно делать, да, там, ну, он зарабатывает хорошо, не парится за это. И ты ждешь от него поддержки, и тратишь время на это, да, и так далее. Послушай, вот надо вот это все просто рубить и все. Как только ты начинаешь тащить, ну, пытаться сравняться, да, тебя постараются посадить на место, чтобы ты дальше был обожателем, а не стал на равных. Никому это не нравится. Поэтому что нужно делать? Я по себе скажу. Ты в одной какой-то среде, пытаешься перейти в другую, и вот кто-то тебя не пускает. Тебе никогда не позволят в эту среду. Так есть третья. Ты ищешь новых людей, новых друзей дополнительно. Не то, что замена старых на новых, да. Если про друзей, я говорю настоящих новых друзей, да, к тем, что у тебя были. А вот товарищей ты ищешь смело новых. Тех, кто тебя не знал до того, как ты был в первом кругу. А ты как бы сразу, условно, в третьем кругу проскакиваешь. И все. И тогда люди относятся к тебе
уже без ожидания вот этого обожания. Они оценивают, какие у тебя мозги, что ты там делаешь, как ты делаешь, что ты за человек. Они непредвзято тебя оценивают, и если ты нормальный, ты их устроишь, тебя принимают, и ты с ними двигаешься дальше. Нет проблем вообще. Но именно, и поэтому я даже не обвиняю вот этих товарищей, да, я даже не могу их обвинить. Но они привыкли, что ты их, Конечно. ну, вот, как бы, да, условно почитаешь, на них там чуть ли не молишься, какой он молодец, хвалишь, что восхищаешься его успехами, а он рассказывает, как он ту сделку круто провернул, а тут ты думаешь, вау, ну классно, он видит восторг в твоих глазах, и этим питается, живет и счастлив. И тут вдруг он теряет меня в лице подписчика, да, то есть я условно, вот, я отписываюсь от него, да, ну так себе идея. Вот и получается, что когда мы рассчитываем на поддержку, я к чему? Что, смотрите, я верю, что вообще это написано в самой крутой книге на планете, написано, что кто не собирает, тот и расточает. Я так упростил чуть, да? И если мы не движемся вперед, значит мы что? Движемся назад. Не вверх, то вниз. Не бывает равновесия. И я хочу мотивировать вас, что если у вас есть какая-то идея, какое-то дело, мы сейчас говорим о деле, да, вам нужно двигаться вперед, и если вы уже пытались много раз, и вам подрезали крылышки, надо просто дистанцироваться. Вот и весь ответ. И такой еще момент, что смотрите, когда мы делаем что-то новое, мы и сами меняемся. И мне однажды друг сказал, позвонил мне, говорит, или написал, я уже не помню, это было голосовое. И он говорит, знаешь, Виталик, ты уже не тот. Он думал, что, ну, это хороший, прям классный человек, все. Вопрос в другом, да, то есть все равно он хотел по-дружески меня укорить, сказать, что Виталик, ну, ты все, ты прям стал плохой, вот если уже между строчек взять, как бы, да, что он имел в виду, да, что ты испортился, что ты мне уже не такой уже Да, друг, раньше что это ты было вот, очень удобным. да, то есть это обратная сторона, то есть смотрите, как я раньше делал? Я в свое время когда-то занимался, знаете, заправкой принтеров, там много лет назад, менял Windows на компьютере, чинил вот это все, да, вот. И я готов был 24/7 это делать, невзирая на семью, на все, я куда-то вечно, позвонят там, у меня там вирусы забили в компьютере, там стерли жесткий диск там или что-нибудь, да, запаролили. И Виталик хоть ночью подрывается, идет и делает и так далее. То есть я всегда очень много всем помогал всего. А потом, когда написано, опять же, в той же самой крутой книге, что кто не заботится о семье, он хуже неверного. И я понял, когда что приоритет семья номер один. Я допускал ошибки в свое время. И оставлю для вас такое маленькое напутствие, друзья. Семья – это все. Номер один. Есть работа, есть церковь, есть что угодно. А есть семья. И если ты урон наносишь семье, никогда ты не получишь хорошего ничего от всего остального. Ну, исключено. Все, семья – это номер один. Поэтому семья на первом месте, и что бы вы ни делали, вы всегда рассчитываете именно только ну, выгоду для семьи. И вот когда я стал немножко с приоритетами разбираться, что вот здесь я вот для семьи вот это, и вот друг мне говорит, ну, Виталик, ты стал уже не тот, потому что, ну, почему, можно целый список составить, почему. А он не подозревал, что для меня это было похвалой. Я думаю, Господи, слава тебе, что я не тот Виталик, который 15 лет назад готов был 8 шкур с себя снять, чтобы только доказать всем, что я хороший, что я люблю их, что я хочу им помочь, и все. При этом игнорировал вопросы по семье. Вот как бы такая тема. Да, и это вообще супер круто признавать свои ошибки, потому что без этого невозможно становиться лучше и справляться. И то, что ты понимаешь и открыто признаешь, что была такая проблема, и, грубо говоря, есть за тобой вина определенная, что это требует большой смелости, и просто очень классно, что ты это делаешь. И я тоже уже такая, можно сказать, тоже уже собираю только сливки, что когда-то в тот период мы бы не были с тобой знакомы, и как раз мы с тобой встретились, когда уже
у тебя очень изменилось мировоззрение, поменялись приоритеты, что мы встретились с тобой именно в этот период. Это, конечно, для меня это очень классно, потому что я уверена в тебе, я не ревную тебя ни к друзьям, ни к знакомым, ни еще к кому-то. Кому-то бы ты уделял намного больше времени, чем мне. И для меня это очень приятно, очень важно. И вот я считаю, вот в этом ты и соблюдаешь главное. Вот есть вот в Библии написаны вот принципы эти брака, семьи не просто так, что есть определенные законы духовные, по которым все работает. И как ты говоришь, если мы не собираем, то мы расточаем. И если ты не созидаешь свою семью, то ты ее разрушаешь. И поэтому очень классно. Я уже так попала, можно сказать, на самую классную, сразу на вечеринку. И это очень круто. Ну и вообще в целом, что радует, то, что есть друзья, есть люди, которые готовы поддержать, есть такое окружение, которое знает тебя. И я всегда еще по-особенному, конечно же, горжусь, вот когда смотрела этот ролик с владельцем Асконы, там человек, который построил огромнейший бизнес, и когда он говорит в своем видео, у меня есть такой Виталий Михайлов, который может создать все что угодно. И я всегда этим горжусь и думаю, а это мой Виталик Михайлов, который действительно мечтает очень масштабно. И не просто мечтает, а делает такие вещи, которые просто удивляют. Думаешь, как ты это все сделал? И есть, я понимаю еще вот про какое-то окружение говорил, когда, скажем, человек какой-то спрашивает у тебя, а как у тебя там вот дела, что, ну вот я планирую запускать проект. И как бы, что хотел бы, возможно, бы какого-то партнерства, но тебя не воспринимают всерьез. Грубо говоря, я очень не люблю это слово, но ты иногда сам как-то так себя оценишь, что типа там колхозник, грубо говоря. И тебя так оценивают, ну, типа, ты же простой парень, грубо говоря, ну, вот там колхозник. Я, конечно, покивала головой, что да, ты, проект, но я не думаю, что ты всерьез это возьмешься. И, грубо говоря, я не верю в тебя, просто не верю. Сколько таких вообще? У каждого, ой, там, в кого ни тыкни, чуть ли не у каждого свой стартап. Сколько вас есть стартаперов? Что это будут серьезно воспринимать? И потом, когда ты уже говоришь, что есть реальные действия, реально, и типа, ну, как дела? А все, уже мы вот запускаемся. И ты можешь увидеть просто, как какая-то прям такая искра боли в глазах человека промелькнула, и так... Как это? Какое-то такое, что вроде бы человек улыбается, но ты чувствуешь, что он начинает нервничать, начинает сильно нервничать. Потому что там, а что, а правда? Расскажи, и что вы, расскажи про свой проект, и что вы запускаетесь, и что вы расскажи. И думаешь, почему вот странно, что вот мои какие-то реальные уже действия заставляют нервничать. Вот, ну, это вот, наверное, про то, что ты говорила, что никто не хочет твоего успеха, кроме вот реально людей, которые тебя любят по-настоящему, поддерживают, твои близкие, друзья, родные, вот. А когда ты ищешь партнерство с кем-то, грубо говоря, в такой уязвимой позиции, немножко, может быть, зависимой такой, ну вот, ребята, посмотрите, вот, и тебя закрывают двери перед твоим носом. Потом находятся эти открытые двери, в которые ты входишь, у тебя все классно получается, и те люди, которые закрыли перед тобой двери, начинают нервничать. Но они остаются в этой маленькой комнатке. То есть просто открывается дверь следующая в большую комнату, чем тебя не впустили в которую. И это меня восторгает. Кстати, да, хорошая тема. То есть вы поняли, да, о чем мы хотим сказать. Наше видео длиннее, чем мы думали. Думали, минут, наверное, 10 запишем. Я подозреваю, уже минут 20 точно мы разговариваем. Не вижу там таймер. Но
Хотим вас вдохновить, друзья. Если вы хотите реально собирать, а не расточать, я верю, что, я просто верю, что мужчина должен обеспечить свою семью на хорошем уровне, чтобы у жены все было, у детей было, жилье и все остальное. Это нельзя делать с нуля вот так за пару минут, это нельзя сделать за пару дней или за пару там месяцев. Может быть, это можно сделать за пару лет, если повезет. Но по сути надо отстроенная система роста твоего финансовых доходов. Мы пока говорим больше о финансах, да, потому что у нас есть другие видео на канале, будут дальше много об отношениях. Мы сейчас говорим о росте скорее финансовом продвижении. И получается, что как только мы... Вот смотрите, я чуть откачусь. Мы хотим двигаться вперед, и мы ищем поддержки. И теперь прикиньте вот то, что мы обсудили сейчас. Обращаешься к друзьям, они вообще бывают из другой сферы. Или друзьям, или товарищам, они даже не понимают в этом. И когда ты им говоришь, для них это, прям вообще никак. Они, даже если они тебя поддержат, они они не понимают. И смотри, даже если ты заручишься их поддержкой, никакой гарантии, что это толк будет, что у тебя выгорит только потому, что ты увидел, что тебя все поддерживают. Вообще не факт. То есть, получается, если не поддерживают, плохо. Поддерживают еще хуже, потому что могут ложные надежды какие-то от тебя. Да, ты молодец, Настюш, давай. Прям каждый тебе дифирамбы строит, а ты потом в реальность раз, а там не так все просто. Миллион конкурентов, то. И что дальше делать, да? Вот. Поэтому, когда здраво оцениваешь, сам, на крайний случай можешь обратиться к экспертам, кто реально разбирается в этой теме, и получить обратную связь. Я бы не сказал коучем, потому что я считаю, что с экрана тут, если даже полетит что-то, то мне не ударит, я не боюсь, но я не верю в коучев, друзья. Я прочитал множество, у меня стопки этих книжек. Последняя, нет, это не последняя была, 7 навыков высокоэффективных людей Стивена Кови, да, который я прочитал полностью, да, и так далее. И я скажу, что воды 95%, 5% что-то можно себе выцепить, да, и то, когда почитаешь, как они все начинали с нуля, а потом оказывается, одного папа миллиардер, у второго депутат, у третьего вот это, такое все себе. Поэтому я хочу мотивировать, друзья, что если вы хотите начать свое дело, не ищите какую стратегию я выбрал. Я много говорил, я рассчитывал, что кто-то, наверное, мне хотелось самому одобрения, чтобы сказал кто-то: Виталик, ты молодец, какой ты умничка, ты вот это сделал, Хотя классно. я так говорю. Ты это... Мое одобрение есть. Но видишь ли, это вот последние 3 года почти, как мы с тобой. А идеи моим некоторым есть 20 лет. До сих пор в баранках на балконе стоит табуретка, в которую вставляешь устройство такое, двигатель. Оно реально прямо сейчас есть. Да? Не выбросил до сих пор в мусорку ее. Вставляешь двигатель, точнее, рамка вращается, мобильник вставляешь туда, он быстро вращается и создается 3D-голограмма. Мы с другом Сашей пытались химичить, чтобы он тогда умел он программист, делал программку для айфона, да, вот. И он по Wi-Fi управлял изображением. То есть это то, что мы сейчас видим везде, вот эти вертелки в магазинах, знаешь, 3D, которые показывают, светодиоды вращаются. Вот этого еще ничего не было, мы это уже придумали. Мы потом раскидали на жизнь, да, и все. Но факт то, что моим идеям многим прям много лет. И я всегда, когда я приходил с какой-то очередной идеей, а еще вот у меня есть, даже мы придумали название Keep Up. Это было вообще больше 10 лет назад, или 15 примерно. То есть на мобильнике ты открываешь карту, и ты видишь всех, кто в соцсетях вообще, в точке Земли. На стадион наводишь, увеличиваешь и смотришь, там фоткаются селфи футболисты в раздевалке, там на трибунах кто-то публикует, какая-то катастрофа, да, и ты видишь тонны там всплывах вот этих, а всех соцсетей параллельно. Там было 15, мы, наверное, первых сделали, сколько. Конечно, это началось с идеи YouTube, потом мы добавили Facebook, это реально же работало в демо-режиме каком-то, да, и так далее. Но у компании, которая это делала, скажем так, кишка тонка была это все реально провернуть. Я был просто работником, все вот это договориться с Гуглом, чтобы дали лимиты. Я уклоняюсь, но я просто к тому, что не было мне поддержки. И все. И я ничего не делал много лет. Почему? Я всегда ждал поддержку.
Я всегда ждал, что наконец-то кто-то скажет: Виталик, ты вот молодец, вот я понимаю, что ты хочешь. И спустя годы, когда я вместо того, чтобы платить огромные деньги людям, сейчас что-то делаю, это стоит, ну, прям огромнейших сумм, и я это могу делать сам, это мне позволяет стартовать. Но я к тому, что, друзья, лучше вкладывайте в свои знания, вкладывайте в семью, но не ищите поддержки у других, чтобы вам типа легче станет от этого. Легче не станет, вы получите больше, скорее всего, отвержения какого-то, какой-то критики, ну и так себе. Поэтому скоро я с вами поделюсь, как все реально. Точно, мы запилим с тобой, наверное, через месяца 2 видос вот по этой теме следующий, да, именно потому, что если вы хотите начать свое дело с нуля, вот прям, ну, условно, ты там никто, работаешь, я не знаю, просто на любой обычной работе, где зарплата там в месяц, там, 2-3 тысячи рублей, например, белорусскими, если взять, да, вот. И все, не знаю, что дальше делать. Я тебе скажу, море возможностей. Ну вот одно из условий, я пока что приоткрою, как бы, да, вот немножко крышечку над секретами. Не ищите ничьей поддержки, делайте свое дело, делайте и все. Просто упорно, каждый день, каждый день. На YouTube есть такой известный, самый известный ютубер, это Мистер Бист, как мы его называем. Он себя так называл, в принципе, сам. Вот. У него есть маленький секрет, чтобы видео на YouTube канал зашел. Надо каждый день или там хотя бы 2 раза в неделю снимать видео. И когда ты сделаешь 100 видео, твой канал залетит. Но это не точно. 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 Единственное условие, чтобы каждое видео было хоть на 1% лучше предыдущего. С каждым разом делаешь что-то одно лучше. На один, немножечко, но лучше, но лучше. Ты делаешь 100 видосов, и к нему, и он сказал, что если нет, придите, я вам там что-то пообещал, да, и к нему никто не пришел. Потому что все, кто так делали, у них все сработало. Это такая байка, возможно, придуманная. Ну, есть это видео, где он говорит на самом деле. Интересно. Это, вот. Вот такие дела. И у нас с тобой есть пример, когда наш сын взял и запилил канал, и недавно 100 тысяч подписчиков. Прям серебряная кнопка скоро ему придет. Стефан, ты крутой. Вот такие дела. Так что, друзья, мы хотим вас вдохновить просто. Если вы хотите заниматься чем-то, забудьте про восторженные отзывы в ваш адрес, что ты такой молодец, давай делай, про всякую моральную поддержку. Занимайтесь, идите дальше. Единственное, есть одно исключение, конечно, это семья. Если дома нет поддержки, но я не верю, что что-то вообще может получиться. Это невозможно. Сколько... Я сейчас работаю, вот бывает, я не знаю, наверное, часов 30, да, не вставая из-за компьютера. Вот на той неделе я утром проснулся, день работал, ночь работал, опять день работал, да, вот, 1,5 суток. Больше 30 часов, да? И при этом ты ни разу меня не упрекнула: Виталик, кидай все, иди там это вот. Наоборот, ты мне принесла чайку, бутербродиков, позвала покушать, терпеливо ждешь. Я говорю: я сейчас, Настюш. Проходит минут 15, и такая, зайдешь, просто взглянешь, где я уже понимаю, все, уже остыло все, наверное, иду кушать. Вот дома поддержка нужна, поэтому скажу, я могу пожалеть, если ты мужчина, и тебя дома жена не поддерживает, дружище, прими мои просто соболезнования. Больше я ничего тебе не могу сказать. Пока не получишь поддержку от жены, грош цена вообще всему. И даже если ты что-то добьешься, такое себе все. Я скажу то же самое. Если ты женщина, жена, и твой муж тебя не поддерживает, просто я знаю таких тоже достаточно много. И в таком случае, когда муж игнорирует деятельность жены, не считает ее, не относится к этому серьезно, например, она там, я хочу быть психологом, там, либо я хочу быть блогером, вот там консультировать. Ну, если муж не поддерживает, то чтобы ей иметь возможность дальше этим продолжать заниматься, она должна все делать, чтобы он ее не упрекал. Типа, хорошо, занимайся. То есть такая, это не поддержка, а такое разрешение. Хорошо, делай, что ты там хочешь делать, только так, чтобы это было не в ущерб моему комфорту. Насколько я привык, что дома всегда убрано, постирано, это только на тебе, это должно оставаться на тебе. И там не вздумай еще как бы вот заниматься этим настолько, что ты там, например, консультировала кого-то и не успела ужин приготовить в ущерб мне.
Вот. Я, то есть, не готов там детей думай сама, куда пристроить, пока ты работаешь, раз уж ты решила работать. Ну, как-то есть такие случаи, и это очень тяжело, очень просто, я не знаю, но они, многие все равно добиваются успеха, и я просто восхищаюсь, насколько иногда вот такое упорство, что вопреки всему просто. Казалось, ну, что нету никаких вообще оснований, как в итоге, как у нее получится. Получается и достигает успеха вопреки всему, без поддержки, без всего. И меня просто это восхищает. Я понимаю, что это трудный путь, но он тоже есть. Потому что у меня уже легче, у меня есть муж, который поддерживает. Хотя я когда-то раньше так... Одно из моих любимых занятий было обесценивать тех, у кого есть поддержка. Например, родители помогли. Конечно, ага. Вот, там салон родители купили, и там у меня свой салон красоты, ты понимаешь? Ну, конечно, вот купите мне, я тоже буду успешна там. А сейчас я понимаю, что что бы ни было в начале, там, как бы тебе это ни досталось, им же тоже нужно управлять и дальше продолжать, чтобы это было успешно, нужно прилагать усилия. Ничего не бывает просто так. Никому не досталось, даже если внешне кажется, что сплошная халява халявная, что она там пальцем не ударила, у нее все есть. Даже для того, чтобы так было, человек должен обладать определенным умом, определенной хитростью и знать, как построить отношения. А это тоже ее заслуга. И, например, ой, а вот это и муж купил, ей бизнес муж купил, ей это муж купил. И поэтому это уже как бы не считается. Вот раньше я думала так. Вот, что нет, это давайте мне человека, который вот сам вот просто с нулем по всем фронтам, с нулем поддержки добился успеха. Вот это вот мне будут конкуренты, а этим, которые муж купил, я не хочу конкурировать. Вот. А теперь уже понимаю, что вообще-то нет, вообще-то у каждому, да, это как, я услышала, конечно, как-то фразу, то, что это как вот игра, кому какие карты выпали на руки. Это кто-то из богатых таких, типа, детей богатых родителей такой: я не виноват, что мне такие карты, ну, попали, что вы на меня злитесь, что я с такими картами, грубо говоря, там одни выигрышные, и люди начинают там на него что-то говорить: вот ты такой-сякой, ты ничего не умеешь, тебе просто повезло в жизни, что да, я живу, я получаю удовольствие, но что вы злитесь? Я вот у каждому свои попали. И да, и как бы получается, как будто бы ты какой-то компьютерный персонаж, ты попал в игру, и у тебя есть исходные данные. Вот такие. У тебя вот такие скиллы, но при этом вот такая, например, материальная база, такая вот техническая база, и она может везде близка к нулю. А у кого-то сразу уже есть там: так, ты сын нефтяного магната, у тебя уже есть на балансе там $1 000 000 и огромный особняк. Конечно, и, то есть, и как ты себя будешь чувствовать, что гораздо легче реализовываться, когда ты не переживаешь о том, чтобы просто выжить. И человек, который просто его каждый день сводится к тому, чтобы прожить этот день, и в лучшем случае прожить еще завтрашний, что это две разных жизни. Вот. Но они разные, но не значит, что какая-то более ценная или крутая, какая-то менее. Вот. Удивительная, классная, у каждого свой путь. И вот мы говорили с Виталиком про успех. Я абсолютно поддерживаю твои слова, что ты сказал насчет того, чтобы продолжать мечтать, идти вперед, не ожидать ни от кого поддержки, не ожидать, что кто-то захочется как-то, ну, там, тебя будет продвигать, скажем, репостить каждый твой пост, лайкать, что такие люди есть, и это просто золотые люди, прекрасные люди. Спасибо Богу за вас. Вот. Но большинству людей как бы плевать. Все, что они видят там твои какие-то там старания какие-то и просто улыбаются на это, думают: ну, давай.
Ну да, отдельно спасибо хочется сказать тем, кто с нами все время, да, и поддерживает все. Знаешь, что я удивлен? Помнишь, я когда-то говорил, что мы с тобой, как бывает, ну, что вокруг мало, где-то ты на глубине какой-то определенной, да, и вокруг уже все, на поверхности, когда ты плаваешь, там много, да, вот. А иногда в каких-то темах, ну, прям мало людей, и у нас все больше становится, да. То есть сегодня с чудесной парой познакомились, просто невероятно. И в целом, ну, я очень осторожно пускаю людей в мою жизнь. Прям очень осторожно, новых людей. И я заметил, что все-таки в последнее время они как-то прибиваются к берегу, да, вот условно. Все больше, где-то отношения еще товарищеские, где-то уже переходят в дружбу, где-то вот так вот. И спасибо вам, друзья, очень приятно. Я думаю, что со временем, ну, вообще-то благодаря тебе во многом, что я живу спокойной жизнью, что у меня все хорошо, и я могу позволить себе, да, ну, и там развиваться. Вот. Ну, классно, когда есть те, кто поддерживает. И мне вот понравилось однажды, что ты сказала про мечтателя. То есть, чтобы вы понимали, для меня мечтатель всегда было как ругательство. Я столько раз слышал о себе, что я мечтатель, что это во мне вызывало чуть ли не аллергию. Настенька же не знала об этом. И как-то я о чем-то мечтал, рассказывал. И как ты сказала тогда? Что я хочу, э, когда ты мечтала о муже, какой у тебя будет, и ты говорила, что я хочу, чтобы он мечтал. Да, Я такой, что? Ты сама хотела мечтателя? да. Но, но не просто такого, знаешь, который просто ничего не делает и только Не, ну мечтает. это Но ты отдельная очень тема, много да, что... трудишься, очень много работаешь. Ты очень трудолюбивый человек, очень выносливый. Ну, просто на самом деле невероятно целеустремленный. Это очень круто. Но был момент такой вот просто, когда вот я тебя увидела, и мы с тобой немножко пообщались, я прям так вот почувствовала, что вот как будто бы, ну, это твоя суть, что ни в коем случае тебе нельзя прекращать мечтать, что если ты прекратишь мечтать, все, мир остановится, птицы перестанут петь, просто случится какая-то трагедия. Есть иногда люди, которые... Вот у каждого, наверное, какой-то свой талант от Бога. И кто-то, например, рисует, и ты вот понимаешь, и бросил. И кажется, что бы ни случилось, только не переставай рисовать. Только, что бы там ни было, только не переставай рисовать. Что вот как будто бы это твоя миссия. Рисуй, рисуй, продолжай рисовать. Это изобразительное искусство. И ты будешь говорить с миром на этом языке, и мир будет слышать тебя и говорить с тобой через искусство. У кого-то такой мир, кто-то играет на инструментах и думаешь, только не переставай играть, только вот продолжай играть. А кто-то, есть спортсмены-бегуны, только не переставай бегать, знаешь, что вот, ну, у каждого, наверное, какое-то есть такое дело, которое, какая-то черта его, которая является в нем, ну, супер важной, такой божественной искрой. И вот, вот, например, это как вот у меня такая картина, что вот Бог, он мега многогранен, он все люди — это дети Божьи. И в каждую он заложил, вот и божественная искра — это одна из граней бриллианта, какой-то талант. Он — это все эти грани. А люди почему-то, как дети, иногда понимают, о, я вижу, что это вот сын своего отца, говорят. Ну, потому что они похожи. И вот Бог в своем этом, как, когда мы смотрим на мир, мы видим, насколько все красиво. Я понимаю, что он определенно эстет. У него прекрасное чувство юмора. Он невероятно крутой стратег. Он невероятно классный воин. Он невероятно классный дипломат, да, все, что возможно вообще. Это и ученый, и врач, и, ну, все, все таланты, какие только могут быть, это вот совокупность, вот любовь, совокупность совершенства. Бог есть любовь.
И он совокупность всего вот этого совершенства. И у каждого человека есть какая-то вот такая божественная черта, что ты понимаешь, что это человек произошел от Бога. Вот. И люди дети Божьи. И вот, например, когда я увидела тебя, то у тебя вот этот, когда ты мечтаешь, что весь мир движется вперед, что просто важно, супер важно, чтобы ты продолжал мечтать. И самое удивительное, что как было до этого в твоей жизни, когда там важный человек для тебя такой мечтатель. И удивительно, даже как два разных человека могут относиться к тебе. Одна мечтатель, а второй вау, мечтатель. И поэтому какой бы у вас ни был талант, кто-то может сказать певица, а кто-то вау, певица. Там психолог. Вау, психолог. То есть, и вот насколько бывает по-разному, что никогда не нужно отчаиваться. Всегда есть люди, которые тебя поддержат. Окружение важно просто найти. Это вот я когда-то в детстве постоянно плакала из-за мультика этого «Гадкий утенок». Что проблема была утенка, то, что он находился просто не в том месте, и он не мог увидеть, что он прекрасен. И поэтому, если где-то вот нету этой поддержки, нету окружения, значит, это вот тот этап, когда еще гадкий утенок не нашел свою стаю. Нужно ее найти и продолжать всегда мечтать, продолжать идти вперед, не оглядываясь ни на кого. А те люди, которые вот союзники, единомышленники и реальные партнеры, они сами придут к тебе, они сами найдут тебя. Иногда ты просто видишь возможности, и важно не упускать возможности. И вот даже про то знакомство, которое ты сказал сегодня. Просто мы стояли, решили подойти к паре, пообщаться, и мы подошли, и просто, осталось очень приятное впечатление. И действительно, в последнее время у нас очень много знакомств, и даже вот что ты говорил про подкасты, что там люди уже не один раз. Мне это очень приятно и ценно. Уже меня совесть начинает грызть за то, что люди подходят и говорят, что я хочу сняться в вашем подкасте, давайте запишем совместное видео в любом формате. Мы такие, да, класс, надо как-нибудь собраться. И вот по полгода, по году мы собираемся. Так что тут вопрос не в людях, а уже тут вопрос в нас. Это тоже верно. Но это просто супер приятно, то, что нам не на что абсолютно жаловаться, что у нас есть много людей, которые заинтересованы, которые поддерживают, и которые видят все совершенно иначе. А кто-то, вот у него есть своя картинка мира, и ты в эту картинку мира просто не вписываешься. Но есть один нюансик. Эти все, которые нас поддерживают, это новые люди почти все. Ну да. Это почти все новые люди, прикиньте, почти все, которых мы приобрели за 3 года последних, условно. Все. Да. И есть, конечно, те, кто у нас, с прошлой жизни, как мы говорим. И спасибо вам огромное, друзья, мы это ценим, любим вас, вы знаете, как мы к вам относимся. Но большинство где-то растерялось, но мы не растерялись, в принципе, да, то есть собрались. Мне очень понравилось. Большинство где-то растерялось, но мы не растерялись. Это же твоя фишка. Это просто брать класс. Последнее слово. Подрубейка у всех фишка. Вот. И все. Поэтому все, наверное, мы будем заканчивать этот видос на сегодня. Он затянулся у нас немножко. Нам приятно было с вами пообщаться. И если вы правда мечтатель, я опять же лишних пару минут займу, но все равно скажу, что есть балаболы просто, не мечтатели, это уже отдельная категория. Когда этот человек реально не может сделать, он и не собирается сделать. Нет, он думает, что он собирается, и он балаболит годами, уже всем надоел своими фантазиями бесполезными. Я не таких, но каждый из вас знает, это о нем или не о нем.
Потому что есть, ведь на самом деле каждый внутри знает. Поэтому, когда мы говорим мечтатели, я уже говорю, вот как Настенька, вот, в хорошем смысле. Это скорее, я бы, возможно, перефразировал бы целеустремленные люди. Вот сказал это слово сегодня целеустремленное про меня. Но по сути это есть в хорошем смысле мечтатель, но который еще и делает, не только говорит. Да. Достигает цели, идет по ступенечкам по чуть-чуть. И И еще вот я замечаю вот про такой какой-то закон щедрости, что когда человек вот как-то легко дает вот эту и поддержку, и у него нет такого-то жесткого чувства конкуренции, ему вообще просто легче жить, и это обязательно возвращается. Даже вот мы смотрели реалити-шоу, вот это про миллионера, и это его позиция даже, типа, если там услуга стоит сколько-то, там я добавлю сверху щедрые чаевые, и я себе приобретаю человека, грубо говоря, зарабатываю его симпатию. И его логика такая, что когда я больше заплачу, что человек будет счастлив, у него будет хорошее настроение, он будет больше ко мне. И вот женщина, вот эта миллионерша, когда она строила свой бизнес, она там тоже как-то пошла, какой-то сделала подарок или что, типа, я хочу, чтобы вот она ко мне была, типа, хорошо расположена. Она рассказала из очень бедной семьи, и как она выбивалась, что она заметила, что те, которые, грубо говоря, дарят подарки какие-то, это, конечно, не взяточничество и коррупция, это, конечно, это отдельная тема, очень негативная, но если говорить не об этом, а говорить о том, чтобы просто делать друг другу приятные вещи, когда ты можешь просто кому-то сделать, там, подарить шоколадку, там, какие-то просто конфеты, хоть один какой-то цветочек. И тогда ты, получается, как будто бы ты сеешь, и ты не знаешь, где прорастет. И это не обязательно, что ты ждешь взаимности от этого человека. Но это добро тебе обязательно возвращается. И я замечаю, что люди, те, которые добиваются не просто успеха, а огромного успеха, это люди, которые считают свои деньги, но при этом они являются щедрыми. И вот эта щедрость, я хочу тоже к ней стремиться. И даже, наверное, хотелось бы просто, если бы мы были щедры в своей поддержке, когда мне не жалко там поставить, я вижу, что человек начинает, старается, выкладывает что-то, выкладывает. Я просто, да, я могу не посмотреть, не почитать этот пост даже, но я вижу, что человек постоянно выкладывает, и меня это вызывает уважение, и я просто ставлю везде лайки, просто чтобы поддержать человека. Я вижу, что он старается. И поэтому хотелось бы, наверное, тоже, чтобы вот учиться быть щедрыми, и если бы мы все друг друга поддерживали, есть, конечно, если можно так предположить, вот если ты подашь кому-то руку, однажды кто-то и тебе подаст руку. Это тоже, вот на самом деле это не работает всегда на 100%. Ты можешь всем подряд подавать руку. Вот. Вот может просто долгие-долгие-долгие годы не вести, а потом однажды, как это говорят про таких, как это, мохнатая лапа, или как это, есть такая фраза устойчивая, какое-то выражение, типа про какой-то блат, какое-то влияние, что кто-то тебе очень влиятельный помог. Говорят, как-то мохнатая лапа или что-то. Я не помню точно. Волосатая рука, ты имеешь в виду? Что-то типа того. Вот говорят, что это волосатая рука такое. Вот. Тебе может вот просто быть какое-то время, ты будешь щедрым, тебе никто не подает руку, а потом, если уж подаст, так подаст. И такое бывает. Это я сейчас, можно будет это вырезать. Это, в общем, я от темы отстранилась. Ничего, мне с тобой приятно поговорить. В любом случае. Ну что, друзья, классно было с вами. Да. Мы рассказали о своих делах, так что, можно сказать, вы практически в режиме реалити следите за нашей жизнью, за тем, как мы растем или не растем, время покажет.
за наш то, как, в общем, чем мы живем, чем мы дышим. И спасибо, что смотрите это. Если вы досмотрели прям до этого момента, просто спасибо вам огромное. И мы желаем вам большой удачи и успехов в ваших делах, в ваших мечтах, чтобы они обязательно реализовывались. А еще, чтобы вот получить максимальную поддержку, пишите комментарии, в чем бы вы хотели бы получить поддержку, либо вот какая-то мечта, которую вас никто не поддерживает. Давайте делиться делиться друг с другом и друг друга поддерживать. Вот. Ну да, и у нас, кстати, скоро у нас есть видео, вообще мы начали снимать, наверное, сразу после свадьбы некоторые на Первом канале. И вот 14 июля будет 3 года, как мы с тобой вместе. Так что я думаю, что, может быть, нам имеет смысл на 14 июля сделать какую-нибудь прям онлайн-трансляцию небольшую на минут 30, например, технически. Ладно, потом об этом Да. поговорим. Все, не будем вас утомлять. И вообще у нас уже по времени там прям, да, накапало хорошо. Все, всем хорошего вечера, ночи, утра, дня. Пока-пока. Не сердитесь, если вас кто-то не поддерживает. Вы этот путь проходите точно не одни. Таких мало кого поддерживает на самом деле. Так что эта поддержка — это не базовый минимум, а роскошный максимум. Нужно это понимать и цените людей, которые вас поддерживают. Говорите им о том, как их ценна поддержка, благодарите. И вы счастливые люди. Правда. Все, пока-пока.